Всем привет! В сегодняшнем выпуске будет Нью-Йорк, город немыслимых высот, потрясающих возможностей и кинематографичных пейзажей. Какая же арт-сфера здесь? Какие музеи можно посетить? Об этом вы узнаете в сегодняшнем ролике. Это будут не только топовые музеи, но и специальная музейная подборка от моих друзей из Нью-Йорка, которые организуют арт-туры. Ссылочку на сайт я оставлю в инфобоксе. В Нью-Йорке есть целое пространство, которое называется музейной милей. Именно здесь расположены такие гиганты, как музей Метрополитен и музей Соломона Гугенхайма, с чего мы и начнем. Музей известен не только своим собранием, но и уникальным архитектурным решением. Архитектором этого музея выступил Фрэнк Ллойд Райт. И насладиться этим музейным шедевром можно, когда вы находитесь на улице. Это с одной стороны, но когда вы ходите по музею, то вы можете заметить, как удобно, например, подняться на верхний этаж и затем по пандусу спускаться и смотреть историю искусства именно в таком ключе. Именно здесь можно найти картины французских импрессионистов, также постимпрессионистов и собрания абстракционистов, таких как, например, Василий Кандинский или даже Казимир Малевич. Музей, который находится по соседству с музеем Соломона Гугенхайма, это Метрополитен-музей, настоящее музейное государство. Самые древние экспонаты и самые современные, все это можно найти в Метрополитен-музее. Кстати говоря, сам музей практически не финансируется государством. Существует он исключительно на частные пожертвования. Поэтому порой можно встретить совершенно такую удивительную особенность, как именные залы. Ну и что бы вы ни назвали, что бы вы ни вспомнили, скорее всего, это и есть Метрополитен-музей. Просто невероятно, что целого дня может действительно не хватить. И, конечно, музей современного искусства МоМА. Он такой один, а все же остальные музеи пытаются быть похожими именно на него. Но что же делает МоМА таким уникальным? Это его коллекция европейского и американского искусства 20 века. Все самые авангардные направления, в том числе, все они входят в коллекцию МоМА. В том числе и авиньонские девицы Пабло Пикассо и такая известная картина Винсента Ван Гога «Звездная ночь». За остальными шедеврами коллекции вы можете обратиться на сайт музея, потому что он оцифровал свою коллекцию, и, собственно, найти все, что вас интересует. И настало время специальной подборки от моих друзей из Нью-Йорка. Это музей Ногучи, музей американского искусства Уитни и новый музей. Музей Исаму Ногучи, художника американско-японского происхождения, который в принципе, является художником в широком смысле слова. Он был и дизайнером, он был и скульптором, и, конечно, живописцем. Все начиналось как история одного художника, история одного имени, но затем обросла садом скульптур. Сейчас же там также проходят выставки и других художников, то есть музей на самом деле не сосредоточен только лишь на творчестве Исама Ногучи. Музей Уитни – это музей-новатор, потому что он первым стал собирать картины ныне живущих именно американских художников, стал их выставлять и прославил такие имена, как Джаспер Джонс, Синди Шерман, например, и другие. Ну и вторым моментом в его истории стало то, что он стал первым музеем в Нью-Йорке, который выставлял именно видео работы Немо Джун Пайка, пионера в этой области. Ну и также сам музей проводит биеннале, которые до сих пор живы, и это позволяет посмотреть на срез современного американского искусства. Также это новый музей. Здесь можно посмотреть на современные актуальные выставки, представленные злободневные темы. Давайте посмотрим, что сейчас там проходит. Это выставка Ханса Хайке. Думаю, этот ролик был для вас полезен. Желаю вам путешествия в Нью-Йорк, чтобы вы лично смогли все проверить и прочувствовать. Ну а я прощаюсь до новых роликов в новом году.
До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного.